Из знойной жары и оранжевого кода в Болгарии случился потоп на южном побережье Черного моря и землетрясение в Благоевградском районе. Привет! Вы на канале «За чашкой кофе» и сегодня поговорим о природных катаклизмах в Болгарии. 4000 человек пострадали, 3 погибло и 2 без вести пропавших. Такие печальные известия приходят из южного побережья Черного моря. В городе Царево Бургаской области в протяжении суток лил дождь, который затопил реку. Только за последние сутки в Царево выпало 306 литров на квадратный метр земли, или в 8 раз больше месячной нормы осадков. Вода в водопроводной сети загрязнена, поэтому на данный момент является негодной для питья. Ее можно использовать лишь для бытовых нужд. Полностью отрезаны Ахтополь, Варвара, Синеморец и Резово. Сегодня дождь прекратился и началась просушка затопленных зданий в Царево. Волонтеры, находящиеся в селах Кости и Лозенец, помогают расчистить населенные пункты. Дорога в Царево-Синеморец остается закрытой для движения из-за затопленного моста. Затоплен также участок дороги Синеморец-Резово. Власти предупреждают, что в течение следующих 48 часов никто не должен заходить в море, поскольку оно опасное и штормовое, а также загрязнено. Отключено электричество, поскольку существует опасность для жизни людей. Напомню, что 2 сентября прошлого года было огромное наводнение в Карловской области, это недалеко от Пловдива. Из-за проливных дождей река Стряма вышла из берегов и затопила села. И до сих пор многие из пострадавших все еще не могут войти в свои дома и живут в фургонах. До сих пор инфраструктура находится в плохом состоянии, а ущерб от наводнения восстанавливается медленно. Есть разрушенные мосты, непроходимые дороги, а самое главное, до сих пор нет хорошего укрепления русел рек, и само русло не расчищено. Более половины реки течет за пределами своего русла. Хорошей новостью является то, что часть домов людей уже восстановлена благодаря труду и средствам, пожертвованным сотнями добровольцев, пришедших на помощь пострадавшим еще в первые часы после наводнения. Вот и сейчас, в связи с чрезвычайным положением, на территории муниципалитета Царево стартовала кампания для волонтеров. Вообще, к слову, о реках в Болгарии, они являются как благословением, так и проклятием одновременно. Люди опасаются рек, так как они выходят из берегов при ливневых дождях. Часто ругают местное управление, что не происходит очищение русел, а с другой стороны, люди пользуются реками для полива, огородов и слива канализаций. В Болгарии нет служб быстрого реагирования в зонах бедствий. Вся помощь возлагается на волонтеров. Для тех, кто не в курсе, в Болгарии погоду помечают цветами. Зеленый – нет опасности. Желтый означает потенциальную опасность метеоявлением. Оранжевый означает опасность, и существует большая вероятность материальным ущербам и возможность человеческим жертвам. Красный означает огромную опасность и прогнозирует экстремальные метеорологические явления и имеет значительный территориальный охват. Создает высокий риск повреждениям инфраструктуры и окружающей среды. При красном коде обязательно нужно следовать советам и распоряжениям властей и быть готовым к экстренным эвакуациям. Есть еще фиолетовый код. Это код наивысшей опасности. В Благоевградском районе было землетрясение. Из данных Национального сейсмологического центра сообщают, что первое землетрясение было магнитудой 2,8, зарегистрированным в 5 утра 8 минут по болгарскому времени. Имело эпицентр 88 километров от Софии. Второе землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера в этом же районе было зарегистрировано в 9 утра 17 минут по болгарскому времени, но уже с эпицентром в 90 километров от города София. Через несколько минут в 9:42 был зафиксирован третий толчок магнитудой 3,2 по шкале Рихтера.
Чуть позже, в 10 утра 31 минуту по болгарскому времени, было зафиксировано сильнейшее землетрясение магнитудой 3,9 балла. Это ощущалось в районе Благоевграда. Пятое зарегистрированное землетрясение имело магнитуду 2,3 по шкале Рихтера, а сегодня незадолго до 12 часов в полдень ощущался еще и шестой толчок. Еще одно легкое землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера было зарегистрировано в 13:30, а уже в 14:17 последовало новое землетрясение силой 2,8 по шкале Рихтера. Район Благоевграда вновь потрясло землетрясение магнитудой 4 балла по шкале Рихтера, свидетельствуют данные Европейского сейсмологического центра. Тряска продолжалась около 5-10 секунд. Землетрясение было зарегистрировано в 19 часов 20 минут по болгарскому времени. И, кстати, мудрые мои подписчики и владельцы недвижимости, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас страховка на случай землетрясений. Так как когда я делала страховку на машину, то меня очень удивил тот факт, что ни одна страховая компания не покрывала ущерба от землетрясения. Среди бела дня медведь гулял по улицам села Габрово. Присутствие медведей вблизи населенных пунктов Габрово не является чем-то необычным. Медведи появляются в селах среди обычного дня и спокойно пересекают оживленную дорогу между Габрово и Трявной в районе населенного пункта. Опасные хищники нападают на населенные пункты, медведи беспрепятственно проникают в дома, причиняют ущерб имуществу, ульям и животным. А ответственные учреждения не могут найти решение проблемы. Медведь – охраняемое животное. Жители говорят, что ситуация тревожная, а подаваемые ими сигналы пересылаются из одного учреждения в другое. Сегодня Болгария празднует 138-ю годовщину Дня объединения княжества Болгария с Восточной Румелией. Я желаю Болгарии и болгарскому народу процветания и мира. А на сегодня все.